Анна никогда не думала, что ее жизнь может измениться настолько стремительно. 10 лет безуспешных попыток стать матерью превратили ее существование в бесконечную череду разочарований и надежд. Каждый отрицательный тест на беременность был как удар ножом в сердце, каждый визит к врачу заканчивался одними и теми же словами. Нужно еще подождать, попробовать другой метод. Михаил, ее муж, был ее опорой все эти годы. Он никогда не упрекал ее, всегда находил нужные слова поддержки, даже когда она сама уже готова была опустить руки. «Мы справимся», — говорил он, — «у нас все получится, нужно только верить». И она верила ему, верила в их общее счастливое будущее. Тот роковой вечер навсегда изменил ее жизнь. Михаил позвонил ей около 7 вечера. Голос его звучал необычайно взволнованно. «Анна, любимая, у меня потрясающие новости. Я иду домой. Нам нужно серьезно поговорить». Она помнила каждое слово этого разговора, каждую интонацию его голоса. Это был последний раз, когда она слышала его живым. Авария произошла на повороте возле торгового центра. Свидетели говорили, что Михаил не нарушал правила, просто другой водитель не справился с управлением на мокрой после дождя дороге. Банальная случайность, нелепое стечение обстоятельств, перечеркнувшие все планы и мечты. Первые недели после похорон Анна помнила смутно. Она существовала словно в тумане, механически выполняя необходимые действия. Есть, спать, идти на работу – все это казалось бессмысленным ритуалом. Дважды она стояла на крыше своего дома, глядя вниз и думая о том, как легко было бы прекратить эту боль одним шагом. И дважды ее останавливала соседка, пожилая Мария Петровна, словно чувствовавшая неладное. «Деточка», — говорила она, обнимая дрожащую Анну, — «твой Миша не хотел бы этого. Он любил тебя больше жизни, ты же знаешь». И Анна плакала, уткнувшись в плечо старушки, выплескивая свою боль и отчаяние. Прошло 2 месяца. Анна начала замечать изменения в своем организме. Сначала она списывала все на стресс и депрессию, но когда начала испытывать постоянную тошноту по утрам, что-то заставило ее купить тест на беременность. Положительный результат показался ей насмешкой судьбы. Второй тест, третий, все показывали то же самое. В женской консультации подтвердили: беременность, срок около 8 недель. «Это чудо», — сказала врач, зная историю Анны. «Иногда такое случается, когда организм перестает находиться в постоянном стрессе ожидания». Но Анна знала, это последний подарок Михаила, его прощальный дар. Беременность протекала удивительно легко. Словно сам Михаил оберегал ее откуда-то сверху, не позволяя никаким проблемам омрачить это время. Анна начала оживать. В ее глазах снова появился блеск, а на губах улыбка. В родильном отделении Анна оказалась в одной палате с Еленой, молодой женщиной, только что родившей 3-го ребенка. Елена казалась необычайно грустной для молодой мамы, и вскоре Анна узнала причину. Муж Елены погиб в автокатастрофе полгода назад. «Знаешь», — как-то сказала Елена, — «мой Сергей был таким заботливым. Даже когда его брат попал в беду, сбив насмерть человека, Сергей не оставил его. Помогал семье погибшего, поддерживал материально. А потом сам погиб. Говорят, судьба возвращает бумерангом наши поступки, но разве он заслужил такое?» Что-то в этом рассказе заставило Анну насторожиться. Какое-то смутное беспокойство появилось в душе, словно важная деталь пазла никак не хотела становиться на место. После выписки из роддома Анна начала свое расследование. Что-то не давало ей покоя в истории Елены. Она помнила, как Михаил в последние месяцы часто куда-то уезжал, говорил о каких-то важных делах. Однажды она даже видела в его телефоне странные сообщения от некой Елены, но тогда не придала этому значения, доверяла мужу безоговорочно.
В социальных сетях она нашла профиль Елены. На одной из фотографий был ее погибший муж Сергей, и рядом с ним брат. Анна похолодела. Она узнала того самого человека, которого несколько раз видела возле их дома, когда Михаил был жив. Тогда муж объяснил, что это его новый деловой партнер. Постепенно картина начала складываться. Анна узнала, что брат Сергея действительно попал в аварию 3 года назад, в которой погиб муж женщины с 2 детьми. Сергей, чувствуя ответственность за брата, помогал этой семье. А когда сам погиб, последний кусочек мозаики встал на место, когда Анна нашла в вещах Михаила папку с документами. Договор о суррогатном материнстве, подписанный Еленой. Результаты ЭКО. Все это было датировано днем его гибели. Михаил знал о их проблемах с беременностью. Он нашел Елену, женщину, которая уже была суррогатной матерью и успешно выносила 2 детей для других пар. Они договорились, что она выносит ребенка для них с Анной. Но Елена, потеряв мужа и оставшись с 3 детьми, решила оставить ребенка себе. Анна сидела в своей квартире, держа на руках маленькую дочку, свою и не свою одновременно. Генетически этот ребенок был создан из материала Елены и ее покойного мужа. Михаил хотел сообщить ей о договоренности с Еленой в тот самый вечер, когда погиб. Теперь перед Анной стоял сложный выбор. С одной стороны, она уже полюбила эту маленькую девочку всем сердцем, считала ее последним подарком от Михаила. С другой знала, что где-то есть женщина, для которой этот ребенок был последней памятью о любимом муже. После долгих дней размышлений Анна приняла решение. Она написала Елене письмо, в котором рассказала всю правду. О том, как Михаил хотел помочь им с мужем стать родителями. О том, как случайность распорядилась их судьбами иначе. О том, что теперь она готова отпустить эту маленькую девочку к ее настоящей матери. Ответ Елены пришел через неделю. В нем было всего несколько строк. «Я знаю, что это ваш ребенок. Михаил успел рассказать мне о вас в тот день. О том, как сильно вы хотели стать матерью. О том, как долго ждали этого чуда. Я не могу забрать у вас этот подарок судьбы. Растите ее с любовью, как растила бы я». Прошло 5 лет. Маленькая Мария выросла удивительно похожей на Анну, хотя они не были связаны кровным родством. Елена иногда присылала фотографии своих детей, и Анна не могла не замечать, как похожи они все между собой. Жизнь научила их обеих, что настоящая любовь и материнство не всегда измеряются генетикой или биологией. Иногда самые важные связи создаются сердцем, а самые неожиданные повороты судьбы могут привести к истинному счастью. А где-то далеко, возможно, 2 ангела, Михаил и Сергей, улыбались, глядя на то, как их любовь продолжает жить в сердцах тех, кого они оставили на земле.